Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео хочу вам показать очень крутой узор крючком. Этот узор, на мой взгляд, сочетает самые лучшие качества. Во-первых, посмотрите, узор объемный, фактурный, красивая фактура у него. В то же время он не смотрится таким громоздким и плотным, так как он и имеет вот такие вот ажурные дырочки. И в то же время он такой интересный, имеет геометрический рисунок вот таких ромбов и вееров. Смотрится очень классно. В то же время узор вроде бы и хорошо держит форму, и в то же время он не сильно плотный, как бы не перетянутый. И я связала уже образец по кругу из полиэфирного шнура 3 миллиметра, и получается отличная основа, например, для сумки. Но если вязать из другой пряжи, более тонкой, допустим, это может быть полухлопок, сейчас буду вязать образец, или, допустим, даже шерсть, это может быть прекрасная основа для топа, для кофточки или для кардигана. Поэтому возьмите себе этот узор на заметку, и, возможно, вы свяжете замечательные какие-то модели и вещи для себя и своих близких. Итак, в этом видео я буду показывать, как вязать узор. Я вяжу по кругу. Очень просто вяжется, всего 2 ряда в высоту, повторяется, очень легко запоминается. И вначале покажу, как вязать из полухлопка от начала, как вязать узор прямым полотном, и далее покажу, как вязать узор по кругу. Итак, начинаю вязать узор, и начинаем мы вязать узор с начальной цепочки воздушных петель. Набираем цепочку воздушных петель, количество петель кратно 6, то есть раппорт узора провязывается из 6 столбиков или на 6 петлях. Если вы будете вязать, допустим, на основе какого-то другого узора, то у вас количество столбиков в предыдущем ряду должно делиться на 6. Я наберу всего 36 столбиков на 6 повторений раппорта узора. Итак, я набрала начальную цепочку петель и начинаю вязать первый ряд. Первый ряд начинаю вначале провязываю на первой петле 2 столбика с накидом, но вместо первого столбика здесь набираю плюс еще 3 воздушные петли. На высоту столбика с накидом делаю накид, и получается в 4-ю петлю от крючка провязываю еще столбик с одним накидом. Далее делаю накид, от провязанной петли начальной цепочки отсчитываю 2 петли, и в 3-ю провязываю столбик с накидом, 1 воздушная петля и вновь столбик с накидом. То есть здесь уже полноценное повторение. Вновь 2 петли пропускаем, в 3-ю провязываем столбик с накидом, 1 воздушная петля, столбик с накидом. Итак, провязываем этот ряд, повторяя. 2 петли пропускаем, в 3-ю провязываем столбик с накидом, 1 воздушная петля, столбик с накидом. Повторяем эти действия и покажу, как закончить этот ряд. Кстати, первый ряд при вязании прямым полотном, это у нас будет первый изнаночный ряд. Заканчиваю вязать первый ряд. И здесь, когда осталось 2 петли начальной цепочки, здесь из последней петли провязываю 2 столбика с одним накидом. Далее поворачиваем вязание, и здесь второй ряд будет идти по лицевой стороне. И здесь мы вместо первого столбика с накидом заводим крючок, смотрите, сразу между первым и вторым столбиком. И здесь вначале мы провязываем столбик без накида и плюс 1 воздушная петля вместо начального столбика с одним накидом. Далее делаем накид, и тоже между столбиками первым и вторым предыдущего ряда заводим крючок и провязываем еще 2 столбика с накидом. Здесь получается это начало вязания с одной стороны, и далее идет полноценный раппорт. Делаем на крючок накид, заводим крючок вот за ножку второго столбика, и здесь провязываем только накид на ножке столбика.
Делаем еще раз накид. Далее пропускаем 2 столбика, вот эту галочку вторую. И третья вот галочка идет за ножку первого столбика. Заводим крючок и провязываем вначале только накид, затем общую вершину. То есть мы провязали рельефный столбик с 2 основаниями и 1 вершиной. И далее между столбиками, вот на ножке которого провязали, и следующим столбиком 5 столбиков с накидом вяжем. То есть вяжем веер из 5 столбиков с накидом. Третий столбик с накидом, четвертый и 5. То есть здесь мы закончили первый раппорт, это рельефный столбик и веер из 5 столбиков с накидом. Далее идет повтор. За ножку второго столбика предыдущего ряда заводим крючок после веера, провязываем только накид, делаем накид. Далее 2 столбика пропускаем, за ножку третьего столбика заводим крючок, провязываем накид и затем общую вершину рельефного столбика. И затем между столбиков вяжем веер из 5 столбиков с 1 накидом. 2, 3, 4, 5. И далее вновь повторяем раппорт. Вяжем рельефный столбик на ножке первого столбика, 2 столбика пропускаем, на ножке третьего столбика провязываем накид, общую вершину и затем 5 столбиков с накидом между столбиками. Повторяем раппорт и покажу, как закончить ряд. Заканчиваю вязать ряд, второй ряд по лицевой стороне, и здесь получается я провязываю последний рельефный столбик. За ножку столбика второго завожу крючок, провязываю накид. Далее 2 столбика пропускаю, и у меня остается 2 столбика. За ножку третьего столбика завожу крючок, провязываю накид. Затем вершину рельефного столбика, и затем между последними 2 столбиками здесь провязываю еще 3 столбика с 1 накидом, как половину раппорта узора. Далее поворачиваем вязание, и следующий ряд идет изнаночный. Здесь вместо первого столбика с накидом делаю 1 воздушную петлю, затем из вершины столбика провязываю столбик без накида и плюс 1 воздушная петля, как на высоту столбика с 1 накидом. Далее делаю накид, и смотрите, далее мы вяжем здесь, если посмотреть с лицевой стороны, заводим крючок как между 2 ножками рельефного столбика. То есть не в вершину столбика, а ниже, между вот ножками рельефного столбика. И здесь мы провязываем столбик с накидом, 1 воздушная петля и из того же места столбик с накидом. Далее делаем накид. Теперь смотрите, по вееру из 5 столбиков на вершине третьего столбика здесь по центру провязываем столбик с накидом, 1 воздушная петля и вновь столбик с накидом из той же точки. И далее идет повтор. Делаем накид, между ножками рельефного столбика заводим крючок, провязываем столбик с накидом, 1 воздушная петля и столбик с накидом. Далее по вееру из 5 столбиков на вершине третьего столбика столбик с накидом, 1 воздушная петля и столбик с накидом. Повторяем эти действия, покажу, как закончить ряд. Заканчиваю вязать третий ряд по изнаночной стороне, и здесь вот в конце вот между рельефным столбиком, между 2 ножками провязываю столбик с накидом, 1 воздушная петля из той же точки, столбик с накидом, и вот здесь у нас половинка веера была, на последней вершине столбика провязываем столбик с 1 накидом и поворачиваем вязание на лицевую сторону. Начинаю вязать 4-й ряд, и это последний ряд раппорта в высоту, 1 воздушная петля. И здесь смотрите, мы будем провязывать веера
между двумя столбиками, которые мы вязали между веерами предыдущего ряда, то есть между ножками рельефных столбиков. Вот видите, они немножко вытянуты, эти два столбика, то есть чуть-чуть ниже уходит, и между ними будем располагать новые веера. То есть этот узор меняется расположение как в шахматном порядке. И здесь мы на ножке первого столбика вначале провязываем столбик без накида плюс 1 воздушная петля. Далее делаем на крючок накид и между столбиками здесь провязываем первый веер из 5 столбиков с одним накидом. 3, 4, 5. Далее рельефный столбик с двумя основаниями и одной вершиной. На ножке второй столбика заводим крючок, провязываем накид, делаем накид, 2 столбика пропускаем, на ножке следующего столбика заводим крючок, провязываем накид и общую вершину рельефного столбика. И далее вяжем веер вновь между двумя столбиками с накидом. То есть здесь уже идет полноценный раппорт узора. 3, 4 и 5. И вновь рельефный столбик с двумя основаниями и одной вершиной. На ножке столбика провязываем накид, делаем накид, 2 столбика пропускаем, на ножке следующего столбика провязываем накид, общую вершину и между столбиками провязываем веер. И покажу, как закончить этот ряд. Заканчиваю вязать 4 ряд. И здесь, провязав последний веер, далее делаем накид. И здесь мы должны провязать рельефный столбик с накидом на второй ножке столбика и плюс соединить с концом ряда. Здесь мы вначале провязываем накид на ножке столбика. Далее вводим крючок вот в последнюю петлю ряда и провязываем здесь как общую вершину. И далее поворачиваем вязание и начинаем 5 ряд. По сути, 5 ряд вяжется точно так же, как первый ряд, но здесь мы уже вяжем только на основе предыдущего ряда. И здесь мы начинаем с 3 воздушных петель и на первом столбике провязываем, на первой петле провязываем еще столбик с одним накидом. То есть здесь у нас было 2 столбика подряд. Далее делаем накид, пропускаем 2 петли, из 3 петли провязываем столбик с накидом, воздушная петля и столбик с накидом на вершине веера предыдущего ряда. Далее делаем накид, пропускаем 2 петли, но здесь не за вершину столбика, а ниже, между ножками рельефного столбика заводим крючок, между ножками заводим крючок и провязываем столбик с накидом, 1 воздушная петля и еще раз столбик с накидом. Далее делаем накид, вновь пропускаем 2 петли на 3 на вершине веера, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, далее накид и между ножками рельефного столбика столбик с накидом, 1 воздушная петля и столбик с накидом. Далее мы 6 ряд вяжем точно так же, как 2 ряд, 7 ряд точно так же, как 3 ряд, и 8 ряд точно так же, как 4 ряд. И 4 ряда, высоту раппорт повторяется, но по сути он просто меняется здесь в шахматном порядке расположения элементов. Итак, дорогие рукодельницы, я связала первый образец прямым полотном, и смотрится узор очень классно. Он будет классно смотреться при вязании так как и из тонкой пряжи, так и из толстой пряжи. Получается очень фактурный, объемный, красивый и в то же время не тяжелый. Классно смотрится, подойдет для вязания кардиганов, жакетов, кофточек. В общем, любое применение можно найти
этому узору. И сейчас покажу, как вязать этот узор по кругу. По кругу он вяжется еще проще. Итак, дорогие рукодельницы, показываю, как вязать этот узор по кругу. По кругу вязать этот узор еще проще. Раппорт узора составляет также 6 петель. Набираете начальную цепочку, замыкаете ее в кольцо. И далее первый, второй ряд повторяем и вяжем по лицевой стороне. Смотрите, каждое повторение раппорта в высоту у нас начало ряда смещается. Вот здесь вот вы видите хвостик соединения начала и конца цепочки, и здесь уже начало ряда сместилось. Но, как вы видите, вот здесь при смещении, то есть в начале вязания нового ряда, совсем не заметен переход, поэтому, в общем, это не так важно. И повторяется всего 2 ряда. Сразу вяжем полный раппорт. Здесь мы начинаем вязать сразу, вот как между двумя рельефными столбиками, между двумя ножками. Здесь заводим крючок ниже, то есть мы здесь в конце сделали соединение ряда, и здесь мы провязываем в начале столбик без накида и плюс 1 воздушная петля вместо первого столбика с накидом. Когда вы начинаете вязать по начальной цепочке, то есть начальный ряд, вы вяжете из первой петли вместо первого столбика 3 воздушные петли плюс 1 петля, и из той же петли столбик с накидом. Затем через 2 петли начальной цепочки пропускаете, из следующей петли столбик с накидом, 1 воздушная петля, столбик с накидом, и раппорт повторяется. Здесь мы начинаем вязать вот между двумя рельефными столбиками. Начальный столбик, 1 воздушная петля, и так же, как между ножками рельефного столбика, столбик с накидом. Далее по вееру на вершине 3-го столбика вяжем столбик с накидом, 1 воздушная петля и вновь столбик с накидом. Далее между вот ножками рельефного столбика заводим крючок, столбик с накидом, 1 воздушная петля и столбик с накидом. И вновь на вершине веера. Итак, провязываем этот ряд. Покажу, как завершить ряд и начать новый ряд. Заканчиваю вязать первый ряд, и здесь на веере в конце, на 3-м столбике на вершине, столбик с накидом, 1 воздушная петля и столбик с накидом. И здесь завершаю вязание ряда. Здесь смотрите, как на вершине первого столбика на воздушной петле провязываем соединительный столбик. И далее смотрите, вот на 2 ножках между рельефными столбиками, которые были провязаны 2 столбика, начинаем здесь вязать новый веер, и между ними рельефные столбики. Но здесь мы вначале провязываем 1 воздушная петля, заводим крючок за ножку первого столбика, и здесь мы провязываем рельефный столбик без накида и плюс 1 воздушная петля, так как здесь мы можем только начать вязание второй ножки рельефной столбика. Далее делаем накид и между столбиками провязываем первый веер. И вначале провязываем здесь 5 столбиков с накидом, 3, то есть полноценный раппорт начинаем, 4 и 5 столбик. И далее уже вяжем рельефный столбик с 2 основаниями и 1 вершиной. Делаем накид, за ножку столбика заводим крючок, провязываем накид, за ножку здесь 2 столбика над вершиной веера пропускаем, за ножку следующего столбика заводим крючок, провязываем накид и провязываем общую вершину. И далее между столбиками вяжем новый веер из 5 столбиков. Итак, повторяем веер и рельефный столбик с 2 основаниями и 1 вершиной. И я покажу, как закончить этот ряд и переход на новое повторение раппорта в высоту. Итак, я заканчиваю второй ряд раппорта в высоту, и здесь, провязав последний веер из 5 столбиков, далее вот эти 2 столбика мы пропускаем, и мне необходимо закончить вязание рельефного столбика между веерами. Здесь делаю накид, завожу крючок за ножку столбика после веера, провязываю здесь накид. Далее, смотрите, ввожу крючок вот в вершину рельефного столбика. Здесь после столбика без накида 1 воздушная петля была в нее, и провязываю вершину. И здесь мы, получается, на вершине
рельефного столбика между веерами закончили вязание ряда. И начало ряда у нас немножко сместилось. И далее начинается точно так же, как первый ряд. 1 воздушная петля, заводим крючок за ножками рельефного столбика, провязываем столбик без накида, 1 воздушная петля плюс 1 воздушная петля, и из того же места столбик с накидом. Вот первая галочка. Далее на вершине веера столбик с накидом, 1 воздушная петля и столбик с накидом. И далее второй раппорт между ножками рельефного столбика, столбик с накидом, 1 воздушная петля и столбик с накидом. И все. Далее по сути повторяется первый, второй ряд, и вяжем узор на желаемую высоту.